Графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут. Сегодняшняя история будет не о Графском, а о Оливском парке. Оливский парк является сердцем Оливского района Гданьска. Это необычное место, сочетающее в себе богатую историю, красивую архитектуру и разнообразную природу. Оливский парк понравится как любителям искусства и культуры, так и тем, кто ищет отдых и релаксацию в зеленой среде. Это место любования, отдыха и погружения в приятные мысли. Кроме природы, здесь можно полюбоваться красотой Оливского архикафедрального собора. Внешняя длина здания составляет 107 метров, что делает его самой длинной цистерцианской церковью в Польше. Эта впечатляющая архитектурная особенность придает Оливскому собору характер и величие, подчеркивая его значение как в истории, так и в культурном ландшафте Польши. Кроме того, в соборе можно послушать прекрасное звучание оливского органа, одного из старейших и крупнейших в Европе. А еще посетить дворец аббата и музей, и напоследок подняться на смотровую башню на холме Пахолик. Олива – это район полный очарования и сюрпризов, который точно никого не оставит равнодушным. Но обо всем по порядку. Впервые в исторических документах Оливский парк упоминается в XII веке. В 1186 году поморский князь Самбор I издал учредительный документ, предоставляющий землю в окрестностях Оливского ручья цистерцианским монахам, чтобы укрепить христианство и свою династию в регионе. Цистерцианцы, или белые монахи, католический монашеский орден, ответвившийся в XI веке от Бенедиктинского ордена. Видимо, им хотелось большего аскетизма и затворничества. Белыми же их стали называть потому, что они носили белые одежды. Предполагалось, что монахи будут содержаться за счет доходов от пожалованных им деревень, мельниц и рыболовства. В неустанном труде они облагородили переданную им территорию. Изначально монахи использовали ее для выращивания овощей и трав под нужды монастыря. И на парк эта территория не походила. Все началось с инициативы оливского аббата Яцека Юзефа Рыбинского, который в 1754-56 годах построил аббатский дворец в стиле рококо с садом геометрической формы. Хотя я думаю, что построил все же громко сказано. Как бы он один целый дворец за 3 года построил. Эскиз новой планировки Оливского парка разработал садовник Хеншель, вдохновленный классическими французскими садами Версаля. Исполнение было поручено Казимиру Дембинскому из Скотска. В смысле не из Скотска, а из Коцка, город такой Коцк. Перед фасадом резиденции аббатства был создан первый этаж с цветами и газоном, выходящий к большому прямоугольному пруду. В продолжении этого пруда в восточной части парка был выкопан водный канал, обрамленный рядом деревьев. Глядя на него, казалось, будто море, находящееся на самом деле в 3 километрах, начиналось сразу за каналом. Этой зрительной иллюзии монахи дали символическое название «Дорога в вечность». Свое благотворное влияние на Оливский парк оказал Ян Ежи Зальцман, сын придворного садовника прусского короля Фридриха II Великого, создателя королевских садов в Потсдаме. Зальцман руководствовался модным направлением того времени – о подражании естественной природе и опираясь на популярное в то время представление о китайских садах. Северная часть парка, называемая сегодня китайско-английской, представляет из себя сеть извилистых дорожек и водоемов, чем имитирует дикую природу.
Во время Второй мировой войны парк Олива сильно пострадал в результате военных действий и пожаров, но теперь восстановлен почти в точности. Ну, по крайней мере, так говорят. В 1955 году южной части Оливского парка было присвоено имя Адама Мицкевича, известного поэта и писателя, оказавшего большое влияние на становление польской, белорусской, литовской и украинской литературы XIX века. На сегодняшний день в парке очень ухоженно, просторно, красиво и уютно. Оказавшись здесь, вы восхититесь роскошью изумрудных лужаек, похожих на мягкие ковры, уютной безмятежной гладью каналов и мощными столетними деревьями. Здесь вы найдете райские яблони, тис шишкоягодный, кинго, калифорнийскую пихту, тюльпанные деревья и многое другое. Все подписано и пронумеровано. Дополнительно парк украшен водным каскадом с водопадом. Это место очень привлекает детей и взрослых. Детям нравится ходить по камням, выступающим из воды. Занятие не выглядит безопасным, но очень увлекает. Взрослые любят эту локацию за возможность сделать красивые снимки на фоне бурной реки. Нам тут тоже очень понравилось. В принципе, весь парк представляет из себя множество красивых локаций. Отдельно можно выделить Японскую аллею, где весной очень красиво цветут вишни. К интересным активностям парка относятся два грота, именуемые как Ухо Дионисия. Находясь в одном из них, можно услышать собеседника, разговаривающего шепотом в другом. Правда, проверять это лучше в будний день, когда посетителей поменьше. Парк в полной мере оборудован лавочками. Многие имеют памятные таблички. Видимо, были установлены за деньги меценатов. ГЦК, ЮЦБ, МОДБОЧ, ДЗТ и так и там. Есть несколько освежающих фонтанчиков. В разных частях парка встречаются скульптуры и клумбы с цветами. И вблизи воды, и вблизи деревьев можно увидеть и услышать птиц. Возле центрального входа в парк посетители частенько кормят голубей прямо с рук. Много уток, больших и маленьких. Если не поленитесь, то сможете наткнуться на белок. Вообще в Польше к животным относятся очень лояльно. Увидеть в городе лисицу или дикого кабана столь же просто, как в Беларуси бездомных собак и котов. Видимо, это и объясняется отсутствием последних. А природа не терпит пустоты. Отдельно стоит обратить внимание на пальмовый домик. Это историческая оранжерея с экзотическими растениями. Первоначально он был создан во второй половине XVIII века, как монастырский зимний сад, в котором собирались растения, привезенные из разных уголков мира. Видимо, цистерцианские монахи, ведущие аскетичный образ жизни, ничего другого, кроме экзотических растений, в качестве подарков не принимали. В XIX и XX веках пальмовый домик несколько раз расширяли и модернизировали. В 1954 году было построено новое цилиндрическое сооружение со стеклянным куполом, высота которого достигала 15 метров. По всей видимости, лучше бы они на этом и остановились. Но в 2017 году началось строительство новой ротонды, которая должна была быть выше и просторнее предыдущей, чтобы вместить канарскую финиковую пальму, которая непрерывно росла вот уже 180 лет и была старейшим искусственно выведенным экземпляром этого вида в Европе и единственным таким деревом в Польше. Это строительство встретило много трудностей и задержек, в результате чего растение в итоге засохло. Несмотря на это, в пальмовом домике Олива можно полюбоваться многими видами теплолюбивых растений, таких как пальма,
банановое дерево, араукария, филодендрон и многое другое. Даже фиговое дерево растет. За парком постоянно следят, и он по-своему красив в любое время года. Даже зимой, благодаря дополнительно установленной световой инсталляции, тут ощущается волшебная атмосфера. Но все-таки лучше посещать его в теплое время года. Добраться из центра Гданьска можно всевозможными способами. Одним из неплохих вариантов может стать городской трамвай номер 6 или 12. Время в пути составит около 30 минут. Вход в парк, включая пальмовый домик, бесплатный. Летом сам парк открыт до 11 часов вечера, но оранжерея и ботаническая часть только до 6. Если вы проголодаетесь, то в пальмовом домике есть кафешка с летней террасой, где можно приятно провести время и подкрепиться. В настоящее время Оливский парк является одним из самых красивых и старейших городских садов в Польше и Европе. По крайней мере, так говорят. Можно сказать, что парк подходит для любого вида прогулок. Побыть одному, вывести детей на природу, прогуляться с девушкой. Можно и с собакой, только на поводке. А вот с алкоголем я бы не рекомендовал. После прогулки по парку самое время посетить Оливский архикафедральный собор, расположенный в западной части парка. Первоначально он был известен как монастырская церковь Святой Троицы. Основан все теми же цистерцианскими монахами в 1186 году. Вместе с аббатским дворцом, построенным позднее, собор являлся частью монастыря. Исторически он служил главным храмом Померании и усыпальницей всех местных князей и герцогов. Первые годы жизни монастыря были непростыми, что связано с нападениями язычников-прусаков, которые привели к первому поджогу аббатства в 1226 году и гибели многих монахов. Последующие вторжения, в том числе со стороны тевтонских рыцарей в XIII веке, еще больше поставили под угрозу его существование. Несмотря на это, цистерцианцы перестроили и развили аббатство, которое в середине XIII века уже имело около 35 деревень и обширную инфраструктуру. В 1350 году церковь сгорела, и это уже в 3-й раз, ох уж эти прусы, но была восстановлена в том же виде, который мы знаем сегодня. Важные даты в истории аббатства. В 1587 году Сигизмунд III Ваза присягнул в Оливском соборе. В 1660 году был заключен исторический Оливский мир, положивший конец польско-шведским войнам. После первого раздела Польши в 1772 году цистерцианцы покинули Оливу. Прусские власти сначала конфисковали имущество аббатства цистерцианцев, а в 1831 году упразднили и само аббатство. Оливский собор цистерцианцев стал католическим приходским костелом. В 1925 году костел был возведен в ранг кафедрального собора и стал местом богослужения гданьских епископов. Сайт Википедии заботливо сообщает, что Оливский собор представляет собой трехнефную базилику с многогранным пресвитерием и трансептом. Он исполнен в готическом стиле с элементами барочных украшений. Что все это значит, спросите вы? И тут на помощь приходит Википедия. Если по-простому, собор представляет собой здание из 3 отдельных помещений разной высоты, разделенных колоннами. Пресвитерий – это пространство между общей частью собора, где находятся люди, прихожане, и алтарем, куда могут заходить только пресвитеры или священники. Трансепт –
Это поперечное помещение, придающее зданию форму креста. А про готический стиль сами почитаете. Скажу лишь, что смотрится собор очень красиво и оставляет приятные эмоции от пребывания в нем. Собор богат произведениями искусства и памятниками. Особенно впечатляет главный алтарь с изображением Оливской Богоматери. Всего внутри костела насчитывается 23 мраморных алтаря в стилях барокко и рококо. Имеется часовня святого Адальберта с мощами святого покровителя Гданьска, гробницы аббатов и епископов, а также оливский орган, связанный с личностью аббата Яцека Рыбинского. Именно при нем в монастыре Олива был создан хор и музыкальный ансамбль, а в 1748 году было решено построить новый орган. В 1758 году Ян Вильгельм Вульф из Арнетты, внук органостроителя Иоганна Георга, приехал сначала в Гданьск, а затем в Оливу. Аббат Яцек Рыбинский поручил молодому Вульфу перестроить небольшой орган в трансепте костела. Что такое трансепта, мы уже знаем. Работа заняла 22 недели. Используя материал от старого органа, Ян Вульф построил инструмент с 14 регистрами и игровым столом, оснащенным 2 клавиатурами – ручной и педальной. Успешное строительство заставило аббата Яцека Рыбинского отправить Яна Вульфа за счет монастыря в 3-летнее путешествие по Германии и Голландии для обучения и совершенствования своего мастерства у самых именитых мастеров. Вот бы и меня так на 3 года на обучение по Германии и Голландии отправили. По возвращении в Оливу Ян Вульф вступил в орден цистерцианцев, приняв имя Михаэль, и в 1763 году начал работу над большим органом. В работе ему помогали многие монахи, число которых достигало 20-25 одновременно. Работа заняла 25 лет. За это время мастер должен был вписать массивный инструмент в узкий неф. Ну, что такое неф, мы уже тоже знаем, правильно? Чтобы решить эту задачу, Вульф расположил трубы полуэллиптически, выдвинув самые большие басовые трубы перед балюстрадой хора. Многоярусные трубы в глубине инструмента окружают овальное витражное окно, создавая темную массу, возвышающуюся над белыми колоннами входа. Передняя часть органа заполнена фигурами ангелов, которые держат трубы, тромбоны и колокола и могут приводиться в движение вместе с кружащимися солнцами и звездами. Над органом, украшенным орнаментом в стиле рококо и вышеупомянутых ангелов, парит Святой Дух, представленный в виде голубя. Возможно, орган был бы еще более великолепным, но пока он строился, Олива была оккупирована Пруссией во время первого раздела в 1772 году. Аббатство потеряло свое имущество, а репарации оказались недостаточными. По итогу брат Михаэль Вульф создал инструмент, состоящий из 5100 труб в 83 регистрах, а было всего 14 регистров в начале. Трубы были сделаны из липы, дуба и ели и отлиты из олова. Самые большие достигали 10 метров, а самые маленькие – десятка сантиметров каждая. В центре хора располагался стол для игры с 3 ручными и 1 ножной клавиатурой. Законченный инструмент не был совершенным, но, безусловно, являлся самым большим в Европе того времени. Орган также поражал красотой и множеством движущихся деталей. В 1831 году прусское государство фактически подавило аббатство. Костел аббатства стал приходской церковью. Из-за нехватки средств орган ветшал и все больше нуждался в капитальном ремонте.
Частичная реконструкция большого органа была проведена в 1863-65 годах. Дальнейший ремонт обоих инструментов был проведен в 1902 году фирмой братьев Освальда и Пауля Динзе из Берлина. С 1914 года за органом ухаживала компания Йозефа Гебеля из Гданьска, которая сразу же взялась за реставрацию, но из-за нехватки средств работы начались только в 1934 году. Йозеф Гебель, оставив внешний вид органа в стиле рококо, отреставрировал 3000 труб, вставил новые трубы в малый орган, установил подвижный электропневматический игровой стол с 4 клавиатурами и духовым двигателем, привезенным из Базеля. Он соединил малый орган с большим электрическим кабелем длиной 65 метров, что позволило играть на обоих инструментах одновременно. После переделок, выполненных в 1935 году Йозефом Гебелем, орган состоял из 101 регистра, включая малый орган, и 6800 труб. В 1945 году при освобождении города орган был частично поврежден. Первые ремонтные работы еще в том же 1945 году были проведены Фридрихом Шварцем, так, что орган уже мог играть на Рождество. Однако ремонт был завершен только в 1955 году компанией Вацлава Бернацкого из Кракова. Были достроены недостающие трубы и добавлен регистр, имитирующий звук колоколов. Ремонт позволил организовать фестиваль органной музыки. С 1958 года в Оливе ежегодно проводятся международные фестивали. В 1966-68 годах орган был капитально отреставрирован. К левой арке нефа был пристроен небольшой девятиголосный орган, так называемый позитивный. С тех пор орган Оливы насчитывает 110 реальных голосов. Всего на данный момент в органе 7876 труб. В последние годы была проведена еще одна реставрация. Были восстановлены 445 труб, изготовленных еще Яном Вульфом. Если вы уже запутались, то это создатель органа. Кроме того, был установлен новый электронный стол. Очень почитаемый не только в Польше, но и во всем мире папа Иоанн Павел II лично слушал звучание этого органа во время своего паломничества в Польшу в 1999 году. Оливский орган ежедневно используется не только в литургических целях, но и во время органных демонстраций для туристов. В летний сезон такие демонстрации проходят каждый час в течение почти всего дня. По левую сторону от собора расположен дворик художников, где можно купить предметы народного творчества. В парке есть музей, но охватить так много всего за один день очень трудно. По крайней мере, нам это не удалось. В завершении увлекательного путешествия, при наличии хорошей погоды, мы предлагаем вам подняться на смотровую площадку, расположенную на холме Пахолик. Эта локация, конечно, не является обязательной, но если у вас останется время и силы, то почему бы и нет? Восхитительный вид с башни на панораму Гданьска и окрестностей, включая Оливский парк с собором, стоит затраченных усилий. Вход на башню свободный. Есть два способа добраться туда. Первый вариант – дорога от Оливского парка. Она длиннее, но без лестниц, поэтому лучше подходит для людей с колясками и велосипедами. Второй вариант максимально короткий. Он берет свое начало всего в 500 метрах к западу от Оливского собора. Дойти можно, руководствуясь указателями.
На самый верх ведут лестницы с перилами. В общей сложности мы насчитали около 425 ступенек. Благо, во время затяжного подъема можно передохнуть на нескольких скамейках, заботливо установленных для неподготовленных туристов. Олива – это любимое место отдыха горожан от своей повседневной суетной жизни. Также мекка для молодых мам с колясками и не таких молодых бабушек с внучатами. Здесь вы сможете полюбоваться гармоничным слиянием многих модных стилей садового дизайна прошлых веков, французской геометрии клумб и стриженных кустарников, английской масштабностью и фрагментарными изысками японской флористики. Кто-то найдет здесь место скоротать несколько часов за увлекательной книгой, мимолетом наблюдая за удивительной природой. Кто-то, прохладу и свежесть во время жаркого летнего дня, либо прогуливаясь по аллеям, либо наслаждаясь прекрасными звуками оливского органа, сидя на концерте в соборе. Кто-то множество отличнейших фотозон для обновления контента в соцсетях на зависть знакомым и не очень. Определенно, это место стоит посетить, что мы вам настоятельно и рекомендуем.